Думаю, многим из нас нравятся саркастичные и в некотором роде безрассудные персонажи, чьи выходки в основном оправдываются невероятной по доле харизмой и энтузиазмом, однако впоследствии которых зачастую совсем неутешительные. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дервис, и сегодня мы разберем одного из героев Хазбин Отеля, Angel Dust'а. И без лишних слов, поехали! Angel Dust предстает перед нами высоким и довольно худощавым демоном-пауком с пушистыми белыми волосами и ростом около 2 метра. Также у него есть две пары рук, которые делают его максимально продуктивным на поле боя, да и просто в жизни. Однако, если этого будет мало или Энджи попадет в какую-то передрягу, он всегда сможет отрастить дополнительную пару рук. Помимо этого, его глаза имеют два разных оттенка, один из которых черный, а другой белый. Энджел обожает устраивать территориальные потасовки и бойни с другими демонами, таким образом частично утоляя свою жизнь от скуки. Он довольно стильный и часто трепетно относится к своему внешнему виду. Кроме этого, у него также в арсенале есть питомец, а именно свинка под именем Fat Nuggets или Жирный Наггетс. Вполне как отсылочка на Gravity Falls. Вдобавок, он обожает играть на аккордеоне и готовить итальянские блюда, начиная от пасты, заканчивая лазаньей. Это, кстати говоря, и отсылает нас на его прошлое. В реальном мире Энджел являлся членом одной из самой крупной банды итало-американской мафии, боссом которой являлся его отец. Сама банда в основном промышляла наркоторговлей в Нью-Йорке в течение 30-40-х годов. Отец никогда серьезно не относился к своему сыну, считая, что Энджел крайне безрассуден и безответственен по сравнению с его старшим братом Арахнисом, который являлся идеальным преемником на место Дона. Это служило главным доводом старика, которым он, вероятно, давил на Энджи, постоянно твердя, что ему нужно стать серьезнее, как его холоднокровный и расчетливый брат. Но, как и ожидалось, это лишь ухудшало отношения Энджела с отцом, прибавляя к этому еще и неприязнь к Арахнису. Геронин, так зовут отца Энджела, видимо, хотел реализовать в Энджеле совсем иной потенциал и предназначение, которые шли вразрез с истинной натурой нашего паучка. Скорее всего, именно неприятие отца и стало главной причиной Энджи действовать полностью наперекор доводам отца и семьи, что и вылилось в его безудержную страсть к наркотику, который вследствие станет его псевдонимом – Ангельская пыль, или более привычная Angel Dust. В ранних заметках и стримах Вивьен она говорила, что в реальности Энджела звали Мартином. Однако из-за устарелости данной информации это имя отменили из канона. В 1947 году Энджел умирает от передозировки наркотиков, вследствие чего он попадает в ад, где, на удивление, у него дела начинают идти в гору. Энджи устраивается на работу к одному из самых влиятельных демонов во всем аду – Валентина. Валентина владеет порностудией в Пентаграм-Сити, также в небольших количествах торгуя наркотиками. Энджел, благодаря своей женственной внешности, да, я тоже в этом иногда видел грудь, и характеру быстро занимает нишу одного из самых популярных порноактеров ада, иногда даже подрабатывая на заказ, но в основном он берет деньги за секс у женщин, поскольку по ориентации он является геем. Энджел становится любимцем Валентина за свои невероятные результаты в порноиндустрии, да и просто потому, что он невероятно обаятельный парниша. В дальнейшем, помимо плотских утех, Энджел также, по иронии судьбы, наткнется на работенку, крайне напоминавшую его жизнь в прошлом. Он станет посредником Вэлла в сделках между ячейками преступного мира Пентаграм-Сити, хотя иногда даже заваливаясь к различным бандам и без просьбы самого Вэлла, ведя агрессивные переговоры, за что в итоге не раз получит по голове от Валентина. И в пилоте мульта, кстати, это мало кто заметил, Валентина даже будет злиться на Энджела, поскольку тот, по всей видимости, задолжал у своего босса определенную сумму денег. Этот диалог можно прочесть в их телефонной переписке. Это, кстати говоря, и объясняет, почему он поехал с тем мужчиной, предварительно его обслужив, дабы скосить немного деньжат. Помимо Энджела, в ад также попадет значительная часть его семьи, в том числе и некоторые члены мафии, которые также будут представлены демонами-пауками. В частности, родня Энджи сразу обзаведется соответствующими именами, которые происходят от названия наркотиков. Геронин, отец Энджи, возьмет свое имя от героина. Судя по всему, он и стал причиной его смерти, но не факт. Поэтому он и выглядит столь хмурым и будто бы тяжелым, описывая само действие наркотика и его влияние на организм человека.
Молли, сестра-близнец Энджела, получит имя от наркотика экстази, который, видимо, и объясняет ее жизнерадостность и крайне расширенные зрачки. Но в реальности ее также звали Молли. С сестрой, кстати говоря, Энджел находится в прекрасных отношениях, и, видимо, они оба испытывают еще с самого раннего детства крайне теплые чувства по отношению к друг другу. В целом, кроме сестры, у Энджи в принципе ни с кем нету столь хороших отношений из круга семьи, но это не точно, поскольку неизвестно, какие у него были отношения с его матерью. Но что касается отца и старшего брата, то можно точно сказать, что их отношения скорее негативные. Однако нельзя сказать, что Энджел одинок, поскольку у него есть прекрасная подруга в лице Черри Бом, с которой Энджи зачастую и тусит вместе, разнося все вокруг. Теперь мы добрались к психологическим чертам нашего паукообразного парниши. Энджел — это крайне саркастичная, экстравагантная и непостоянная личность, которая обладает драматичным нравом и не имеет жизненной цели. Большую часть своего времени Энджел тратит на кратковременные удовольствия, вроде наркотиков, секса и отвисания на вписках или бойнях с друзьями. Скорее всего, Энджи старается такими краткосрочными стимуляторами утолить боль и горечь, которая у него осела от прошлого. Хотя и не исключено, что он просто по своей натуре раздолбай, который чешет свое эго заурядными выходками. Но несмотря на то, что Энджи способен в любой момент и за что угодно высмеять своего оппонента, таким образом играя на чувствах других, он способен и на милосердие, что было наглядно видно вот на этом моменте. Смотрите внимательно за лицом и мимикой Энджела. Здесь наглядно видно, что Энджи прочувствовал печаль и грусть Чарли. Эта эмоция на ее лице вызвала у него реакцию и жесты, напоминавшие руку помощи, что лишь доказывает его склонность к сочувствию и эмпатии. Таким образом, что мы имеем? Нестабильные отношения с семьей героя, не принимавшие к сведению желания и стремления молодого юнца. Возможно, Энджел хотел стать комиком, учитывая его склонность к юмору и саркастическим шуткам. Но его родные хотели от него совсем другого. Вследствие из-за нехватки внимания и, возможно, семейной любви, Энджел будет искать утешение в наркотиках, убийствах и похоти. С каждым разом сильнее и сильнее ставит свою жизнь под откос, хотя при этом имея доброе и чувствительное сердце, которое спрятано за слоем сарказма и жестокости. Поэтому Энджела стоит отнести к категории павших героев, которые вследствие своих жизненных трудностей и конфликтов с самими собой не выдержали и свернули на более скользкий путь. Он понял, что нужно ценить только себя любимого, поэтому в его приоритетах, как например в ситуации с отелем, стояла больше его репутация в обществе демонов, чем возможность на искупление, поскольку многие тогда нашли бы почву, как над ним поиздеваться и задеть его искренние чувства. Хотя тут можно даже и списать на то, что он больше ценит свою карьеру порнозвезды. Вот так мы и получаем безрассудного парнишу, который из-за своего прошлого не намерен слишком близко кого-либо к себе подпускать, отдавая все больше предпочтения сексу и бесконечному экстазу наркотиков. Однако, лично я искренне верю, что отель счастья или отель Хазбин, надеюсь, в этот раз меня не буду поливать комментами, что я неправильно назвал отель, даст возможность Энджи пересмотреть некоторые свои жизненные принципы и моменты, к которым он найдет другой подход и став более сочувственным, но и в то же время оставаясь к врагам все таким же саркастичным и озорным Энджел Дастом. А на этом все, друзья. Спасибо, что посмотрели видеоролик до конца. Нашу новую традицию выбора видеороликов я все так же оставляю в силе, но в этот раз хочу более упростить задачу. К этому ролику оставляйте два варианта. Плюс, если вы хотите, чтобы в следующем видео я разобрал Хаска, и минус, если хотите, чтобы я разобрал Вегги. Увижу огромное количество комментов или самых залайканных с именем перса, его и выберу к следующему анализу. Не забудьте также поставить лайк под этим видео, подписавшись на канал. А на этом я с вами не прощаюсь, друзья. До встречи в новых видео. Пока.